привет, друзья! Привет, привет! Сегодня мы с вами решили прокатиться в город. Посмотреть масло черного тмина. Там еще Катя выписала лекарства, которые обычно возят из Египта. Да. Посмотрим. Ну и пройдемся по сити-маркетам. Тоже посмотрим, какие цены. Так что, ребята, мы обратно идем на нашу остановочку. И ждем автобус. Или может маршрутка, да? Или маршрутка, да. И проезд, напоминаю, стоит 6 фунтов до старого города. Едем до старого города. 6 фунтов это где-то 0,32 доллара. Так, и такое бывает. Проехал наш автобус, он был переполнен, и поэтому он не остановился. Так что ждем следующий автобус или же маршруточку. А у нас, если даже переполнен, он всегда останавливается. Да. Да? Ну, я не знаю, может из-за туристов, что туристы типа не остановился, но, ну, в принципе, он был реально полон. Да, реально. Ну, они часто ходят, 5-10 минут максимум. Так что ждем дальше. Впечатления об отдыхе. Ну, отдыхать же это все-таки не работать, правильно? Угу. Вот. И, ну, я даже и не знаю, если честно. Когда-нибудь хорошо, а когда-нибудь уже домой тянет, что ли. И поднадоедает. Да. Как не банально это звучит, ну, вот... отдых уже надоел, да? Ну, человеку всегда, как говорится, трудно угодить. Ну, и да. Хорошо плохо, и плохо тоже плохо. Так что ждем автобуса. Ну, погода сегодня такая хорошая. Не жарко, не холодно. Вот мне вот вообще ну, ветерок. Я на рыбалке сегодня был. Ветерок, он как бы так это немножко северный, прохладно. Но солнце припекает. Ну, а мы же зимой. Мы всем вам желаем тепла из Хургады. Да. Чтобы всегда у вас тоже светило солнышко. И не важно, какая пора года. Всегда вам тепла, всегда вам уюта, мира и добра. Так, ребята, ну вот мы наконец добрались, вышли у рынка и сейчас двигаемся к Копской церкви. Там находится супермаркет. Так, и вот очередная аптека. Масло черного тмина. Только маленькие? А сколько, how much? 100. 100 фунтов? 100 фунтов. Это маленькая, которая по 8 долларов у нас томаты стояла. И получается, вот маленькая бутылочка стоит 6,45 долларов, а возле отеля Нубия, возле нашего отеля, она стоит 8 долларов. Так что примерно на $1,5 дороже. Аптека тоже есть. Ну что это за аптека? Пойдем зайдем. Hi. А как это, Катя? Масло черного тмина. Черный тмин. Black тмин. Тмин. Блин, вот тут странно. Вот такие аптеки, а масла обыкновенного нету. Вот так вот осуществляется доставка еды в Хургаде. А мы двигаемся дальше в поисках черного тмина. Так, ребята, а вот так вот осуществляются прививки. Осуществляются прививки от коронавируса. В Египте стоит такой вот автобусик, стоят люди и прививаются. Так, ребят, мы возле рынка фруктового. Привет, привет, my friend. Мы нашли такие вот вкусняшки. Помнишь в Дубае? Да. Попробуй. Мадам. А, у меня руки грязные, но... 70 фунтов. Эти вот камушки, что мы покупали в Дубае, они получаются 4,5 доллара. Кокосовая стружка, кунжут, изюм, орехи. Так, 140. Каркаде. Получается 10 долларов.
Кукуруза, это получается бобы. И вот $2 вот такие вот штуки. Ой, $4, $3,8. Так, ребята, зашли куда-то. Аптека, наверное. Но слишком она такая. Какая-то крутяшка. Такие магазины так редко встретишь. Аккуратные, культурные. В старом городе. No? Thank you. Такое чувство, как вообще слышишь. Такой солидный магазин, а масла нету. Ну так это. Какая-то косметика, да? Ну, в старом городе такой, так этот магазинчик среди таких всех заброшек. Даже так это, ну. Ладно, идем дальше. Ну, не сильно, не, бывает, встречаются магазины, просто я не ожидал, что это аптека. А здесь вот, ребята, смотрите, такая вот и разборка велосипедов детских. Какие классные часы. Нашли еще такой вот антиквариат какой-то. Магазинчик такой вот интересный. Hello. Welcome, sir. Зайдем посмотрим, что здесь. Ну, как правило, на витрине выставляют самые лучшие вещи. Ну, магазин. Ну да, это по большей части нумизматика. Старинные монеты. Даже Николай. Я вижу тоже. Да, вещи, конечно, старинные. И вон тоже монетки. Любителям нумизматики демонстрируют такие вот тоже банкноты. Дима нумизмат, приветик. Привет передай, Димон. Привет, привет тебе. Как только нумизматику видим, старинные, сразу тебя вспоминаем. Так, и переходим опять еще в одну аптеку. Фармация. Масло Hello. черного тмина. Я что-то в шоке была. Ну, вот, ребята, и задаемся вопросом, да, все возят черный тмин. Теоретически он должен пользоваться спросом, но он в продаже имеется только в туристических зонах. Ну да, кстати. И вот наводит на мысль, что не впаривают ли нам его как... Ерунду. Да, да, да. Потому что хочется сказать, что вот, ну, если реально лекарство хорошее, или, допустим, вот как рекламируют, вернее, это между собой уже туристы рекламируют черный тмин, там это, повышение иммунитета. Если он действительно так хорош, почему местные жители им не пользуются? И Потому что... смотрят тогда, как будто бы что это Да, такое. да, да, да. Мы ничего не знаем. О, зоопарк. Потому что в реальности вы видите, по аптекам, которые находятся в туристической зоне, без проблем, они бутылочки стоят по $20. Как только выезжаем в город, в местные аптеки, то они смотрят на нас изумленными глазами, что нету. И вот что-то я уже и сомневаться стал. Я уже тоже. Действительно ли так хороши лекарства из Египта? Так, ребята, смотрите, строительный такой магазинчик. Электроинструменты. Кстати, даже наши вон бошевские, хоть это не наши бошевские, но Бош тоже присутствует, Арт присутствует. Так, гидроизол, круги отрезные, краска. Конечно, все как у нас. Ну да. Стройматериалы, они в Африке стройматериалы. Круги тоже вот отрезные.
Это зачищающие такие, наверное. Так. Ручки, краски. Все здесь есть. Ручки такие, ничего, такие прикольные, да? О, красивые, да. Вот она как дверь, нужна такая ручка. Ну, давайте примерно прикинем, сколько вот замок, допустим, вот такой вот. How much? 90. Так, это получается 90 фунтов, 5,80 доллара. 5,80 долларов, вот замок. Ну вот примерно такие вот цены в строительном магазинчике. Так, здесь еще один. Ну, тут в принципе все понятно, здесь по большей части смесь. Итак, ребята, немного побродив по старому городу, не нашли мы масла, но зато узнали такую информацию тоже от знакомых. У нас знакомые здесь живут уже 10 лет, и мы задались вопросом про масло, почему нет в местных аптеках масла. И получается, в местных аптеках масло не продается, потому что там оно как бы не подходит под маркировку лекарств, и продается оно где масла духи в основном это продается. В нашей же, конечно, аптеке продаются там и масло черного тмина, и зубная паста, и чего только нету, это в туристических зонах. А здесь получается масла духи. Ну да, и в туристических тоже оно в основном масла духи там и продается. Цена за пол-литра составляет туристических 20 долларов. Я ей сказал цену, она говорит, что существуют в Хургаде такие магазины, которые, допустим, если для туристов стоит 20 долларов, то для египтян это может составлять 20 фунтов. Но туристам там не продадут. Есть такие магазины, и у вас, если есть знакомые, допустим, египтяне, то можно, в принципе, воспользоваться ситуацией и просто-напросто приобретать. Но мы, честно говоря, пока не уточняли. Она нам обещала сбросить координаты этих магазинчиков. И если будет возможность, мы попробуем тоже проехать, купить, посмотреть. Так что будем держать вас в курсе. Ну, а мы пока направляемся в сторону нашего Кобаса, нашей автостанции. А что купим вкусненького? Ну, мы вчера уже купили вкусненького. Я уже их съела. Ну, не знаю, сейчас посмотрим что-нибудь. Фруктов не хочу, потому что... Ну, вот знаете, вот такая вот... Твердая. Не, ну нормально, можно это все есть. Это ты уже привередничаешь. Просто вот такая вот закономерность. Смотрите, птички. Магазинчик птичек. Сейчас покажу. Рыбок, птичек. Такой вот зоомагазин. О, сколько золотых рыбок. Реально золотые рыбки. Так, немножко пробежал, вам показал. И вот в продолжении существует такая вот закономерность, когда вот даже я обратил и у нас, если есть фрукты в сезон, когда они растут на яблоках яблоки на деревьях, клубника, то тебе не очень хочется. Ты отъедаешь, и отъедаешься ими, не очень хочется. То же самое и здесь. И ты, получается, когда это все лежит у тебя на рынке, да, вот мы купили штучку того, ну, реально так не очень. Приедем же домой, будем скучать по этим именно фруктам. Почему не отъедались? Делают прививки. Делают прививки. Вот так в Египте делают прививки от коронавируса. Когда туда шли, была очередь побольше. Так, ну а мы подошли к фруктовому овощному рынку, который находится справа от нас, и движемся на наш бус-стейшн. Пешки их не будешь?
Так, вот рыбу продают. Мухи. Да, конечно, запашок. Да, Еще точно топ. здесь рыбу продают. Конечно, запах вкусный. И как мы только что узнали, в Вайбере нам написали: вы где? В Дахаре, в старом городе. Вы в Дахаре одни, даже местные старожилы, которые долго здесь прожили, и то одни без египтян, да, как-то боятся ездить. Но не знаю, ничего тут страшного нету, спокойно, как бы мы уже сколько сюда раз часто ездим, и hello. И проблем в принципе никаких. Ну, все смотрят просто. Ну да, в новинку все смотрят, конечно, реагируют, hello. Иногда даже уже чересчур яро так эта реакция, что немножко неприятно. Но в принципе, но зато здесь нету этого вот дергания, как туристических. Зайди ко мне, давай духи понюхаем или масла там, купи магнитик или еще что-нибудь. Мы опять вот двигаемся возле этой свалки, я все поражаюсь. С каждым разом все оседает эта штука, скоро реально там все да, обрушится. Ладно тебе уже снимать эти все минусы. Вот какие минусы. Вот это трэш, а мы жалуемся жизнью. Я же тебе говорю, что ходи, Даже наслаждайся отдыхом. В самых минусах можно найти плюсы. Я же не говорю, что я просто показываю зрителям, что Фрукты здесь дешевые, еда здесь тоже дешевая, проезд тут тоже дешевый, проезд тоже бензин дешевый. самый дешевый в мире. Да, Так что- воды все говорят, ой, нету воды. Есть вода, почему нет воды? Вода есть в каждом супермаркете. $1 11 литров. Это даже у нас такой цены нету на воду. Здесь вода получается дешевле, чем у нас. Хоть мы в пустыне. Так что солнце, море, Только солнце, только море. свежий воздух. Не, ну мы после все равно пляжа. должны показать то, что мы видим своими глазами. Нет, да Потому не что в показывай. Ютубе много видео, которые просто-напросто пестрят. Вот как красивая жизнь в Египте. Эти звездочные отели. Все супер-пупер. А вот этого колорита жизни, египетского колорита жизни, там вот и не хватает. Просто, чтобы люди видели, как в реальности люди живут и торгуют всем этим. Hello. Вот, увидите, если к ним с добротой, с пониманием, и они то же самое. Hello. Hello. Не знаю даже, что это. Так что, ребята, путешествуйте. И вы, как вот видите, тоже я уже упоминал в своих видео, обратите внимание, да, сейчас зима, Новый год, 2022 год, кстати, всех с праздником, счастья, здоровья, удачи, любви, главное здоровье, остальное все будет, и побольше путешествий. И вы обратите внимание, что, ну, я не знаю, если встречается, то единицы только с масками. В основном такое ощущение, что эту страну и коронавирус не тронул. Вот идешь, и ни одного человека в масках. Куда-нибудь, если в туристическую зону уже сворачиваешь, там уже начинают появляться маски. А так, в принципе, никого нету в масках. Так, ребята, а мы вот зашли к нашим друзьям. Воду я выберу, какую-нибудь воду. Ну, так, мы вот зашли, и получается 32 фунта. Так, вот мороженое 3, как такое вот мороженое 3 фунта, 2 пачки 6 фунтов, это получается $0,4.
И молоко 1,5 литра стоит 26 500. Это где-то получается тоже полтора доллара. Да. И получается все в общем 32,50, это вот 2 доллара. Катя еще пошла воду какую-то выбирать. Так что, ребята, заходите вот в этот магазинчик, который по пути к Го-Басу. Там приветливые хозяева. Вот так вот он называется. Так. Тара-маркет. Вот. И метров 20 получается остановка на Го-Бас Нубию. А с левой стороны овощной рынок. Так что заходите. О, thank you very much. И вот видите, такими конфетками нас угощают постоянно. И как бы без обмана. Не везде египтяне хотят вас обмануть. Есть и очень приветливые. Посмотрите, вот как я вот иду, она в магазине стояла на фоне вот этого серого Египта, да, как выглядит Катя. Так вот ярко, красочно, броско, обалденно просто. И я не поражаюсь удивляться, так вот, молодец, ты умничка у меня. И вот, ребята, мы зашли уже в наш автобус. Кстати, автобусы здесь постоянно стоят. У них, конечно, здесь точка. Оплатили билетик. Что ты мне очень честно, честно. 6 вот такие вот билетики. До Нубии вам должны дать вот такие розовые билетики. 6 фунтов. С стоимостью 6 фунтов Вот, на человека. На двоих 12 фунтов. Это где-то 0,75 долларов. Так что приглашаем всех в гости к нам в отель Нубия. Я всех жду на рыбу, на попугая. Да, кстати, попугай. сегодня я попугаев поймал. 2 штуки. Сегодня попугаи хорошо клювали. Сегодня вечером и так нам гости придут. А когда ты словишь это? Мурен? Нет, мою любимую. А, иголки? Что-то, не знаю, иголок как это. Это надо днем ловить. После 10. Да? Ну, а я же до 9 там. Так, ну вот так вот выглядит автобус. Еще раз покажу. А это львы, обратите внимание, это львы. Львы, как в Могилеве. И следующая наша остановка — это отель Нубия. Итак, дорогие друзья, подведем итоги нашей сегодняшней поездки. Какая-то она такая у нас интересная получилась, да, в этот раз. Но, хоть мы ничего и не купили, но мы узнали очень много чего интересного. Да, полезной информации, потому что сразу мы начали сомневаться в полезности черного тмина, потому что так как мы походили по старому городу по аптекам, именно по арабским аптекам, где отовариваются не туристы, а арабы, и ни в одной аптеке мы не нашли масла черного тмина. И мы начали, сомневаться, столь ли полезное это масло, которое так рекламируют туристы и возят бутылками. Или наоборот, оно настолько популярно, что надо находить только в специализированных. Да, и мы связались с местным, у нас есть знакомые в Пхаде, мы посоветовались, связались и разузнали, раскрыли эту тайну. Во-первых, почему нету в египетских магазинах этого масла, в аптеках, вернее, в аптеках? Потому что аптеки специализируются на лекарственных препаратах, а масло черного тмина, оно одно слово, что масло, оно продается в основном, где продают масла, конкретно в специализированных магазинах. И еще такую немаловажную тоже такую деталь, тоже нам подсказали, что есть специальные магазины, или даже не специально, а даже они есть простой, обыкновенный магазин, где туристу могут не продать
масло. Или же продать, вы покупаете по $20, а именно если араб приходит, покупает, то он покупает за 20 это фунтов, потому что это такое существует. И так что, ребята, если у вас там, вы покупаете много там масла или хотите где-то что-то сэкономить, и у вас есть знакомые именно там арабы, или вы в хороших не там арабы, да, отношениях, местные жители. местные жители, то лучше воспользоваться, да, и попросить их, и они могут приобрести. Ну, это то же самое, что касается, мы говорили, мобильная связь, симки, то же самое, если покупает местный житель, то у него гигабайт в 3 раза больше, чем у туристов, потому что туристов по паспорту они продают конкретно раза в 3 ниже этих гигабайт, потому что скорость, допустим, я закидываю ее на YouTube, оно у меня забирает и на скачивание, и на загрузку то же самое, так что получается вдвойне он берет. А если местные покупают это, то у них как бы намного эффективнее. Так что вот такая полезная тоже информация по поводу У нас круг. покупок. Да, круг. Но жаль, что только елки нет для тебя. Я думала, Ну, ты мы хоровод. завтра елку увидим. Так что вот такая вот информация, ребята. Пишите, оставляйте комментарии. Задавайте вопросы, если что надо, что ответим, подскажем то, что мы знаем. Да, и обязательно мы тогда покажем, где конкретно мы приобрели масло. Да, нам сказали не торопиться и просто-напросто подскажут магазин или покажут именно тот магазин, где отовариваются арабы. Если уж не получится, то да, местные жители. Да. Я все это называю вещи своими именами. Да, или же покажут тот магазин, где более-менее приемлемая цена, и мы обязательно вам покажем. Ну, а на этом будем заканчивать наше видео. До следующей встречи. Так Всё, что подписывайтесь пока-пока. на канал, ставьте обязательно лайкосики. лайки, жмите колокольчики и всего вам самого-самого Ну, а лучшего. мы будем еще добывать для вас информацию. Пока-пока. Пока-пока.